Здравствуйте, я Александр Сагайдаков, и мы с вами хотим сделать обзор на яхту 25 метров моторно-парусную. Мы завершили все работы сейчас по внутренней отделке, мы завершили работы по монтажу, мы даже испытали уже разные системы, мы заводили двигатель, дизель-генератор и готовим лодку на спуск. Сейчас я всех приглашаю сделать маленький экскурс по лодке, тем более, что зрители, которые подписывались на наш канал и смотрели наши видео, они сейчас, наверное, с удовольствием и с удивлением посмотрят, как лодка выглядит сейчас. Прошу на борт. Так как нас смотрят яхтсмены, то начнем, наверное, с главного сердца яхты, из машинного отделения. И в том числе, как живет экипаж. Экипаж у нас живет, в общем-то, в неплохих условиях. Мы сейчас с вами опустимся, вы обратите внимание, у нас по правому борту находится сауна, по левому борту санузел, и вы сейчас выход видите на кормовую площадку, с которой мы будем прыгать за борт. Не знаю, достаточно ли хорошо меня видно, но тем не менее здесь помещается несколько человек, тем более, что в сложных условиях здесь можно достаточно комфортно лежать. Хорошая каменка. Хороший аромат. Дерево у нас частично баши, частично белая липа. И напротив этой сауны мы сделали санблок. С хорошим душем, туалетом. Для того, чтобы, собственно говоря, если в плохую погоду не хочется прыгать за борт, можно было просто принимать здесь душ. Ну и понятно, что мы же понимаем, что перед банькой необходимо, чтобы были какие-то полотенца, какие-то мелкие вещи, которые можно здесь положить. Дальше мы переходим в зону приготовления пищи для экипажа со своим большим холодильником, морозильными камерами. Позади сейчас оператор покажет вам стиральная машина с функцией сушки. Со своим местом приема пищи. Таким образом у нас живет капитан. Мы видим достаточно просторная каюта с большой кроватью для капитана со своим шкафом и двухъярусная каюта для экипажа. Мы видим везде достаточно в полный рост снимаем помещение. Мы видим хорошей ширины кровати, а не узенькие какие-то, со своим шкафчиком. И прошу вас зайти в сердце этого парохода. Сердце каждого парохода — это моторное отделение. И профессиональные все капитаны, механики, они ценят это, потому что владельцы ценят сам отдых и качество отделки, а механики ценят доступность, возможность ко всему подобраться, потому что меня все вы понимаете, как сложно иногда добраться к каким-то системам. Мы постарались так, чтобы к любой системе можно было подобраться. По левому борту мы сейчас видим дизель-генератор, мы видим достаточно хорошо и удобно топливные фильтра. Я специально разнес на гидрофор расширительный бак в сторону. Мы видим, в удобном месте находится пожарный гидрант. Вот мы видим, как это грамотно сделано. В этой стороне мы видим пожарную систему. Мы видим два гидрофора. На этой яхте стоит два гидрофора, потому что с возможностью, если что-то происходит с гидрофором, чтобы можно было переключить на второй гидрофор. И когда мы ремонтируем, ну мало ли что с этим гидрофором, мы всегда пользуемся этим гидрофором. Опять мы видим, в удобном месте у нас есть топливные фильтра для обслуживания дизель-генератора. И все аппаратуры, ко всему месту можно добраться. Это у нас опреснительная установка на 540 литров в час. Почему она такая большая? Производитель, потому что у нас есть бассейн на 4 тонны воды, куда необходимо, скажем, энергично его наполнять. Поэтому у нас большие
цистерны для питьевой воды. Там у нас порядка 7,5 тонн воды, поэтому нам необходимо их восполнить, поэтому опреснительная установочка достаточно быстро нам восполнит запасы пресной воды. Подходим сюда к центру. Вот это у нас идет магистральная труба, и это 2 кинстона. Мы видим, что очень удобно добираться к каждому кинстону, то есть мы их можем перекрыть один или другой, если вдруг у нас засорились какая-то из решеток, но это не помешает всей системе быть заполненной для того, чтобы обслуживать охлаждение как главных двигателей, как дизель-генераторов и как систему кондиционирования. Потому что очень важно не где-то кручивать, а чтобы можно было безопасно в любой ситуации можно было бы позаботиться о том, чтобы если что-то мы засосем туда внутрь, чтобы можно было выкрутиться. Здесь мы видим, это аварийный выход из машинного отделения, требуется по правилам класса. Мы видим видеокамеру, которая из рубки рулевого позволяет наблюдать, все ли у нас находится благополучно в этой системе. Это система кондиционирования, да, которая, собственно говоря, обеспечивает нам хороший климат-контроль на всей яхте. Да, это зима-лето. Плюс у нас еще отдельно есть небольшой котел, который подогревает воду. Кстати, я не объяснил, вот эти красные на трубах кнопки, это электрические клапана, которые позволяют переключать и перекачивать топливо с различных цистерн, которые находятся у нас на яхте, в расходные цистерны здесь, либо это на пресную воду из цистерны в цистерну, либо это будут фекалки. 2 бойлера. То есть у нас нагревается вода от котла, и в то же время у нас еще есть 2 бойлера электрические, которые работают как от контура охлаждения двигателя. И здесь находится у нас змеевичок, который греет эти бойлеры. Либо 220 вольт, это если нет необходимости запускать котел, поэтому у нас всегда есть возможность пользоваться водой. Это второй дизель-генератор. Опять-таки мы видим системы противопожарные. Это часть зарядных устройств на аккумуляторы. Здесь у нас расположены литий-фосфат-железные аккумуляторы, потому что лодка парусно-моторная, и нам необходимо без включения дополнительного питания двигателей как можно больше использовать электрические лебедки для несения парусов без включения двигателя. Хотя столкнулся с одной интересной особенностью этих аккумуляторов. Оказывается, если температура, вот, например, мы зимой с этим столкнулись, меньше 5 градусов плюс, аккумуляторы зарядку не берут. Поэтому мы сейчас сделали дополнительную систему обогрева для аккумуляторов, для того, чтобы, если это будет зимняя пора, и лодка стоит где-то в холоде, как она стояла у нас зимой, то, нагревая аккумулятор, идет зарядка. Такой маленькая подсказка всем, кто хочет в северных широтах ходить и хочет поставить себе литий-фосфат-железные аккумуляторы, обратите на это внимание. Мы видим сейчас, вот обратите внимание, у нас упорные подшипники, да, то есть у нас на отдельном фундаменте находится упорный подшипник, и поэтому у нас нет упора вала на редуктор двигателя и на амортизаторы двигателя. То есть у нас двигатель только вращает линию вала, а основной упор приходится на фундамент и на вот этот упорный подшипник. Ну, в машинном отделении я все показал. Мне оно нравится, потому что просторно, много места и, знаете, как капитан, который много везде ходил и в маленьких объемах что-то ремонтировал, поэтому
меня поймут капитаны, которые, скажем, ложили фуфайку на главный двигатель для того, чтобы добраться до импеллера, для того, чтобы его открутить, а он, когда падает под пайолы, он там ругается. А почему фуфайку? Потому что двигатель горячий, а надо его поменять. Ну, кто бывал в таких ситуациях, меня понимает. А сейчас давайте мы пройдем и посмотрим на различные комфортные вещи нашей яхты. Прошу. Мы настелили сейчас тик, частично шкурим, готовим здесь камбуз. Вот так выглядит у нас пульт управления на флайбридже, для того, чтобы рулевой мог управлять всеми парусами. То есть доступность у нас есть лебедок. Это у нас сиденье рулевого на 2 кресла, для того, чтобы можно было одной рукой, обняв штурвал, другой, вы же понимаете дальше по тексту. И удобно мы видим, как рулевому удобно видеть грот-мачту, бизань-мачту, паруса, руководить лебедками и в то же время на мониторах видеть все, что происходит здесь. На камбузе мы видим мощный гриль для приготовления выловленной рыбы, либо купленного мяса, со своей мойкой, разделочный стол, холодильник, льдогенератор, место для посуды. Здесь у нас диван, но мы видим, сейчас мы перестелили тик, еще нет обрамления, со столом, который опускается вровень с диванами, с отдельной подушкой, чтобы это было общее лежачее место. А вот эти сосочечки, это у нас туман пресной воды, охлажденной, которая создает вот этот вот микроклимат здесь. И это тентовое устройство, которое будет закрывать место для комфортного отдыха пассажиров. Но это мы смакетировали, это у нас находится закрутка стакселя, которая находится между грот-мачтой и бизань-мачтой. Здесь будет находиться у нас надувная лодка. Ну и места для отдыха достаточно. Прошу в салон. Перед тем, как зайти в салон, мы смотрим на кормовую часть, где находится огромный диван с мягкостями. Здесь у нас находится большой телевизор, хорошее освещение. Это один огромный стол, который тоже опускается синхронно, для того, чтобы, положив подушки, можно было полулежа смотреть на телевизор. Сюда же выводится караоке, можно лежа на диване петь понравившиеся песни. Ну а теперь главное, прошу в салон. Сейчас мы с вами находимся в салоне. Мы картоной закрыли наш дорогостоящий паркет. Это натуральный орех с синим мрамором, который у нас везде положен. Ну, знаете как, лодка еще не сдана заказчику, поэтому ходят различные мастера, которые настраивают ее. Но, тем не менее, мы видим обширный салон с хорошими диванами. У нас выезжает на всю ширину стола огромный телевизор, который можно смотреть здесь. Это отдельно винный холодильник 220-24 вольта. Камбузов у нас есть в корме и на флайбридже. Здесь владелец захотел минималистично, чтобы было использовано камбузное пространство. Не обсуждаем. Это натуральный мрамор с моечкой. Здесь у нас находится посудомоечная машина с мусором. Вот. Это обеденный стол на 8 персон. Здесь у нас находится хорошая кофемашина с микроволновой печью. Это тоже все натуральный мрамор. Для запасов провизии у нас находятся 2 огромных холодильника. Каждый 220-24 вольта с отдельными компрессорами между холодильниками и морозильниками. Поэтому запасов на этой лодке, как вы заметили, охлажденных можно хранить много. Это внутренний пост управления.
который, собственно говоря, позволяет владельцу идти сколь угодно долго, либо на флайбридже находится большое количество приборов. Система Бёнинг, которая позволяет на дисплее нам смотреть за состоянием систем лодки, за электричеством, за помпами. Огромный реймариновский дисплей, который позволяет видеть, где мы находимся в данную секунду. Есть видеокамеры, есть дистанционное включение главных двигателей дизель-генераторов, есть свое меню для включения всех приборов, для того, чтобы не бегать в кормовой блок, включать какие-то параметры. То есть рулевой с этого места руководит практически всем. И что у нас хорошо, есть свой отдельный у рулевого выход, пантографная дверь компании Bafor, для того, чтобы можно было выскочить, побежать на нос на швартовный, либо у нас есть отдельный пульт в корме для того, чтобы управление двигателями и патрулирующими устройствами в корме один человек мог швартоваться. То есть мы делаем все таким образом, чтобы максимум 2 человека могли эту большую лодку пришвартовать. Конечно, мы старались сделать очень много различных вещей, связанных со светом. Да, то есть у нас есть и мягкая подсветка ночников, либо это общий парадный свет, где мы можем, чтобы был парад. Люстра над обеденным столом. Могут говорить о том, что вот висит неправильно. Вы знаете, я на одной яхте поставил люстру, у которой были эти висюлечки. И оказалось, что когда лодка качается и она горит, красивая радуга и красивый цвет здесь оказалось, что очень даже неплохо. Поэтому поживем, увидим. Прошу на нижнюю палубу. Ну, здесь мы разуваемся. У нас внизу сирийские ковры, поэтому пойдем босиком. Общий коридор. И мы переходим в носовую гостевую каюту. Просторная каюта с большой кроватью. Все наши кровати это 1600 на 2100. Матрасы мы заказываем всегда индивидуально. Здесь у него есть свой телевизор, оператор зайдет, посмотрит отдельно. Отдельно мы сделали столик, еще зеркало не приклеил. Что здесь еще хорошо, я сейчас покажу вот с этой стороны, если вы зайдете. Если необходимо создавать немножечко, смотрите, мы сделали эффект, как будто бы это дневной иллюминаторы и днем освещение, хотя на самом деле это светильники, вы с этой стороны можете посмотреть, а это один открывающийся иллюминатор. И с этого борта вы тоже видите один открывающийся иллюминатор, который будет выглядеть так же, да? То есть мы видим подсветочка под кроватью внутри и одна зона, один санузел находится по левому борту, это душ со своим отдельным умывальником. И по правому борту, прошу вас, у нас находится еще один санузел, тоже с умывальником, и биде, и туалет. Теперь мы переходим в гостевые каюты. По левому и по правому борту у нас две одинаковые гостевые каюты. Мы сейчас перешиваем матрасы, но у нас получается 200 на 1600 кровать. В каждой каюте, хочу заметить, свой телевизор. В каждой каюте есть отдельно свой санузел с умывальником, с душем, с туалетом.
Ну и как вы видите, мы находимся здесь вдвоем, иногда втроем, и места здесь хватает. Как всегда говорим, у нас много места над подволоком. И прошу в кормовую каюту. Отдельный вход, специально сделали еще один винный холодильник здесь, но в то же время здесь может храниться и как вода, как сок, как алкогольные напитки охлажденные, чтобы гости не бегали где-то искать по салону, а если захотелось взять бутылочку шампанского, то всегда рядышком находится. Главное, чтобы экипаж вовремя пополнял запасы. Прошу. Это каюта владельца, в которой кровать 1700 на 2200 со своим платяным шкафом. Кровати устроены таким образом, что половина кровати вот в этом месте это для хранения чемоданов. Кстати, у нас так все кровати устроены. То есть у нас выдвигается для постельного ящики, которые хранят постельное белье с подушками, одеялами. А вот чемоданы, это когда приходят на яхту, куда девать чемоданы. Поэтому мы во всех каютах кровати разделили таким образом, что поднимая матрас, пустые чемоданы можно уложить и нет проблемы, чтобы они где-то стояли. Большой платяной шкаф. Мы видим сейчас хороший стол. Здесь у нас будет тоже занавесочка. Это опять-таки будет зеркало. Если вы обратили внимание, у нас по всей яхте все наши столешницы это инкрустация натурального корня ореха. Мы видим огромный телевизор для того, чтобы можно было лежа наблюдать. Сейчас я... Это у нас огромное зеркало, и это у нас диваны. Все, кстати, диваны у нас имеют возможность отъезжать, выезжать ноги, превращаться в двуспальный диван. Если вдруг придут дети и хотят спать, то здесь полноценное большое еще образуется место. Ну и, скажем так, опять-таки, как мы уже говорили, у нас везде есть возможности подсветок, мягкого света. Я левый борт не включал, но тем не менее это достаточно, чтобы обратить внимание, как это выглядит. Санузел. Прошу. Чем примечателен санузел? У нас здесь находится практически хамам. Здесь есть тропический душ. Если вы обратите внимание, вот эта вся колонна воды под большим давлением, это душ. Это просто отдельный душ как душ, ну и отдельная леечка для того, чтобы, если вдруг необходимо, ну, не надо все эти души, портить прическу женщинам не нужно, поэтому обязательно отдельная леечка. Температура выставляется автоматически здесь. Не автоматически, прошу прощения. Мы ее выставляем, например, да, какую-то температуру. И она при включении крана, эта вода такой температуры будет бежать. Потому что мы сделали горячую воду, замкнули в машинном отделении через насос. И поэтому у нас все время горячая вода циркулирует. То есть не надо открывать кран и ждать, пока вода горячая добежит. То есть она мгновенно начинает бежать из крана. Ну, вы знаете, на большой лодке это крайне важно. Мы видим опять-таки умывальничек, мраморная столешница, туалет-биде, красивый мрамор на полу. Ну и владелец захотел установить здесь ванну. Ну, и для того, чтобы наслаждаться и смотреть передачи Discovery, и смотреть, а куда же еще хотелось отправиться путешествовать, то можно, скажем так, интернет по всей яхте есть, переключать программу и сказать, а не попробовать нам рвануть какие-то новые неизведанные дали. Поэтому считаем, что тоже неплохо, потому что мы можем осуществить практически
все пожелания владельца. Знаете как, приятно, когда мы можем сделать нечто, чего не может сделать никто. Я думаю, что мы еще подготовим, сделаем обзор. Мы спустили на воду нашу 18-метровую парусную алюминиевую яхту. Мы сделаем ее обзор, мы с вами посмотрим, как она ходит. У нас будут ходовые испытания. Я думаю, вам будет интересно. Спасибо большое, подписывайтесь на канал.